Много веков назад ваши предки назвали эту страну Украина или граница, потому что ваши степи лежат между Европой и Азией. Но украинцы теперь стали пограничниками другого рода. У края. Что такое Украина? У края империи живут люди. Так Украина – это край империи. Край. Крайницы, живущие, так сказать, на... Украины в 1654 году не существовало. Эти территории назывались Малороссией. Бредни по поводу воссоединения Украины с Россией, Богдан Хмельницкий, тогда не было вообще понятия Украины. 1654 год. Украина на русском языке, на старорусском, значит всего лишь Украина. Пограничье. Да. Никаких украинцев не было никогда. Это были западные области Российской империи. Слово «украинец» в русском языке того времени – это должность, пограничник, а жители Киева или Полтавы называли малороссом. Никаких украинцев нету. Это русских, которых заставили изучить чужой язык. Там много русских слов и польских. Или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, на 3 области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными. Если бы не было политических интересов, не было геополитических интересов кое у кого, Украина бы никогда не появилась, точно так же, как и украинцы. Украинцами называли людей, которые жили... Украинцами. Украинцами. Называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Нигде Украина. Она наша поэтому. Потому что Украина означает «украя». «Украя» Российской империи. Откуда это слово русское? Это великороссы русские, малороссы, они малая Россия и белорусы. Все, один великий народ был искусственно разделен из-за войны. Поляки захватили нашу часть на западе, и литовцы, и сделали католиками ту часть. Как вы можете видеть, московские специалисты по этимологии типа Путина и подобных ему депутатов Госдумы настойчиво убеждают всех, и себя в том числе, что слово «Украина» — это лишь обозначение отдаленной местности, единого и великого российского государства. Они вам не ответят, почему из всех своих пограничных областей окраиной они называют лишь одну, и то не самую отдаленную. Почему не Дальний Восток? Почему не Кавказ? Почему не Каспийские степи? Эти земли куда больше подходят под понятие последней межи, где заканчивается власть московских господ. Украинские земли, в отличие от азиатских колоний, находятся не так далеко, чтобы называть их окраиной. Это наталкивает на мысли. А что, если подобное объяснение значения этого слова имеет в себе больше политики, чем этимологии? Что, если мнение Путина и иже с ними не является истиной в последней инстанции? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вызов. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. Под видео можете написать, какую тему вам бы хотелось увидеть в дальнейшем на этом канале. А мы начинаем. Фундаментом основного посыла тех, кто считает Украину отдаленной российской местностью, являются а. созвучность со словом «окраина» и б. украинские земли входили в состав российского государства. Путем несложных манипуляций получается логический вывод. Если это окраина, и она была в нашем составе, то значит это наши земли. Но не все так однозначно. Если вы хотите узнать, что обозначает то или иное слово, то стоит искать его значение не в своем языке, а в языке-источнике. Маленькое отступление. По-китайски слово «Россия» звучит как «элоасы», а если точнее, то «элоасы». В целом ничего плохого в этом названии нет, но имея большое желание унизить своего соседа, китайцы без особых усилий могли бы называть Россию голодной землей. Да-да, именно такое значение может иметь это слово. Потому что в китайском языке, в зависимости от тона и стиля написания иероглифа, может измениться и значение сказанного. Ну а сейчас было бы неплохо узнать,
кому бы хотелось жить в государстве, если его значение – голодная земля? Именно поэтому, если нам нужно узнать этимологию слова «Украина», то нужно искать этому объяснение в украинском языке, а не в языке соседей. Существует два основных взгляда на значение этого слова. Сейчас мы каждый из них исследуем. Дело в том, что основой в слове «Украина» является «краина». Для русскоговорящих это может ничего не значить, но остальные славяне с легкостью поймут. В языках восточных и западных славян это не что иное, как государство или земля. Потому слово «Украина» можно понимать как «наша земля». Такое название дали населявшие эту местность славяне. Чуть позже мы убедимся в этом из летописей и документов, а пока взглянем на еще одну гипотезу. Что если название этой земли действительно связано именно со словом «окраина»? Получается, Путин и его команда лингвистов все же истинно толкуют значение этого топонима, и украинские земли – это лишь одна из областей великого российского государства. Давайте пустим в ход документы, ведь все эти псевдоспециалисты боятся документов как огня. Там обман, как и у нас обман. Пока все фальшиво и все согласовано с Госдепом США. Это филиал Госдепа. Прямое указание то, что американцам именно это и надо. Ой, дурак! И думают, что люди будут считать их слова, основанные лишь на фантазии, истиной в последней инстанции. Что ж, поехали. Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды. Йозеф Геббельс. Украины в 1654 году не существовало. Эти территории назывались Малороссией. Бредни по поводу воссоединения Украины с Россией, Богдан Хмельницкий, тогда не было вообще понятия Украины. 1654 год. Путину очень повезло, что большинство населения любят телевидение больше, чем книги, а потому любую ахинею можно выставлять за истину. В XVI веке французский купец Мотиэль уже пользовался документом, где нынешние украинские земли были обозначены как Украина. В XVI веке. А вот документ, опубликованный Вильямом Блау в начале 17 века, и здесь тоже надпись «Украина». Кстати, в античности на суде, когда не было четко известно, кто виноват в том или ином злодеянии, обычно использовали латинское понятие «cui bono», то есть «кому это выгодно». Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы не найдете в 16 веке такого понятия, как «российское государство», потому что его тогда еще не было. Было княжество Московское. Может быть, этот факт так сильно задевает нынешних московских специалистов по этимологии, что, дабы отвлечь внимание от того, а когда, собственно, появилось государство российское, нужно всех своих соседей называть неполноценными. А вот уже Джакомо Кантелли да Виньола, забыв послушать Киселева с Соловьевым, составил документ, где мы видим кое-что более значимое, чем название местности. А именно, здесь написано «Украина – земля казаков запорожских». Немного на восток мы видим аналогичную надпись «Украина – земля донских казаков». Спустя несколько столетий этим донским и кубанским казакам вобьют в голову, что они на самом деле русские люди. Но документы все помнят. Это уже конец 17 века, а княжество Московское так и осталось княжеством Московским. Россия появится немного позже. Кстати, этот документ будет полезен и жителям Кавказа. Как мы видим, Кубань была заселена черкесами, они же адыги, и на тот момент они уже были союзниками Московского княжества. Также мы видим карачаевцев, что живут по соседству с грузинами-сванами. На юге – грузинские царства, а Сухуми входит в Мегрельское княжество. Это только спустя несколько сотен лет коммунисты выдумают байку о том, что Абхазия – это якобы нечто отдельное от Грузии, и самые недалекие эту байку подхватят. Все были коммунистами, кроме меня. Я не был коммунистом.
Вот еще один документ 17 века, называется «Карта Великого княжества Московского», составлен Алексисом Жайо. Та же надпись «Украина – земля казаков». По соседству мы видим еще одну надпись «Украина» возле Белгорода. Кстати, он же 100 лет назад входил в состав украинского государства 1918 года, но после вхождения в Советский Союз был отделен. Вот еще несколько аналогичных документов, где существует название этих земель Украина. Никакой Малороссии тогда еще и в помине не было, как собственного российского государства. Данный документ был составлен за 5 лет до того, как Богдан Хмельницкий заключил союз с Москвой. Думаю, что название не оставляет у вас никаких сомнений на тему, а как же называлась эта земля до того, как она попала в состав российского государства. Ну и последним гвоздем в миф о том, что Украина являлась окраиной России, станет подпись художника Вильгельма Гондиуса, свидетеля восстания Богдана Хмельницкого. Под изображением украинского гетьмана написано «Богдан Хмельницкий, главнокомандующий войска Запорожского, восставшего казачества и князь народа украинского». То есть, как мы видим, еще до того, как эти земли окажутся под властью Москвы, они носили название Украина. И никакого отношения к окраине московских владений они, конечно же, не имели. Более того, сказки о том, что украинская нация появилась в 20 веке, буквально исчезают под давлением документов, указывающих на то, что пока Москва не подчинила себе эти земли, люди тут жившие считали себя самостоятельной нацией. Но это уже тема для отдельного выпуска. Если вы хотите об этом услышать, давайте под видео сделаем 5000 лайков и столько же комментов. Тогда я буду знать, что вам хотелось бы увидеть выпуск об этногенезе восточнославянских наций. И в конце концов понять, чем же они отличаются. Слава Украине, героям славы! Украина превыше всего. Мы ответили на миф о том, является ли Украина лишь отдаленной российской областью, но все же пока не ясно, а откуда появилось это название, каковы его истоки. Для этого нужно немного углубиться на несколько веков. Как вы думаете, в каком столетии появляется упоминание этого слова? В 16? Может, 15? Нет, в 12 веке. А именно в киевской летописи 1187 года. В ходе похода на половцев киевский князь Владимир Глебович погибает, и сказано в летописи: «О нем же Украина много постана», что следует понимать как «о нем же Украина много потужила». Надеюсь, никто не скажет, что из-за гибели киевского князя стали тужить пограничные земли российского государства. Или же, что тяжко было жителям Московского княжества, ведь его тогда еще даже не было. В Галицко-Волынской летописи спустя 50 лет упоминается также это обозначение в качестве общего названия всех земель. То есть, как мы видим, эти земли нынешней Украины носили такое название как минимум с 12 века. В чем мы точно можем быть убеждены, а что на данный момент является лишь гипотезами.
Из всего вышесказанного, думаю, что не остается ни малейшего повода считать украинские земли чьей-либо межой. Российское государство появится тут только в 17-18 веках, а польская экспансия начнется только в 14-15 столетии. Эти земли восточные славяне называли Украиной еще за 200 лет до того, как на них положат глаз воинственные соседи с запада, и за 500 лет до экспансии с востока. Но что мы точно не можем выяснить, так это каков был исток этого слова. Даже между украинскими учеными нет единого мнения на этот счет. Часть из них все-таки считает славянское слово «краина», то есть «наша земля», фундаментом для появления названия этой местности. Иные же видят в этом слове обозначение меж Киевского княжества, а может и соседних владений. Допускается, что киевские князья называли Украиной земли, находившиеся на границе с кочевниками или соседними государствами. Позже это слово стало обозначать все земли славянских княжеств, находившихся возле Киева. Еще много есть чем мне с вами поделиться на эту тему и касательно того, кто является наследником Киевской Руси, как осуществлялся этногенез восточнославянских наций, является ли украинский и белорусский язык диалектами русского, была ли государственность у украинцев и так далее. Но чтобы не затягивать выпуск, оставим эти темы на будущее. Судьба этого канала зависит от вас. Потому если вы хотите и дальше видеть подобные видео, поставьте лайк и напишите коммент. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.